Идея метания огня как оружия существует с давних времен. Огнеметы современного типа появились в начале 20 века, и первый прототип был создан немецким ученым Рихардом Фидлером в 1901 году. Был впервые использован во время Первой мировой войны Германии против Франции. К началу Второй мировой войны огнеметы уже состояли на вооружении большинства развитых стран. Советский Союз использует ранцевый огнемет Клюева-Сергеева или сокращенно РОКС-3. Использовался в химических войсках РКК. Советские конструкторы были единственными, кто сознательно пытался замаскировать свои пехотные огнеметы под обычную винтовку, а баллоны в специальные рюкзаки. Это было сделано для того, чтобы скрыть оператора огнемета от излишнего внимания, не выделяя среди обычных солдат. С немецкой стороны пришел Фламменверфер образца 1934 года, находящийся на вооружении саперных подразделений. Широко использовали во время вторжения в Нидерланды и Франции. Армия США использовала М2 в Европе меньше, чем в Тихоокеанской кампании. Огнеметы были задействованы во время высадки в Нормандии. Огнеметные группы нередко состояли из инженерных частей, а позже из войск химической службы. В игре каждая фракция имеет по одному огнемету, и все модели доступны только пехотинцам. Любой огнемет открывается на 8 уровне нашивки «Пехотинец-штурмовик». Многие игроки считают, что стоимость огнемета как узкоспециализированное оружие завышенная. Без дополнительных баллонов в экипировке бойца занимает 6 единиц вместимости, что возможно взять с собой пистолет с магазинами, аптечку или взрывчатку. Мобильность составляет 80% от базовой выносливости, но этот параметр для огнеметчика не особо важен. Урон огнемета в пределах разумного, и живая цель выжигается примерно за секунду, вне зависимости, в какую часть тела попала струя. Время горения на поверхности очень малое, поэтому приходится поддерживать огонь постоянной подачей горючего. О метком попадании игроку оповестят крики противника. Основной проблемой огнемета является весьма посредственная дальность поражения, следовательно, огнеметчик становится легкой мишенью на открытой местности. Для поджигания огнесмеси все представленные в игре огнеметы используют пиропатроны и выпускают огненную струю в течение 3 секунд. Палить огнем позволяет как короткими, так и затяжными залпами. После этого зажигание затухает и происходит ручной досыл патронов в патронник у советского и немецкого огнемета, а у американской модели происходит револьверное самозаряжание. Между выстрелами оператор становится уязвимым, поэтому стоит держаться ближе к укрытиям. Режим прицеливания представляет собой поднос ружья ближе к центру экрана. Огнемет не имеет привычного для огнестрельного оружия прицельного приспособления. Впрочем, оно и не нужно. Игроку достаточно навести сопло в направлении противника. Точность не играет особой роли, как и отдача. Усталость солдата также не мешает в стрельбе. В Heroes and Generals боезапас любого огнемета выражен не в количестве топлива, а в выстрелах. Магазины ROKS и М2 барабановые, как и у револьверов, и расположен возле сопла. Магазин Фламменверфер представляет собой в форме трубки, характерной для дробовиков. Вопрос о нехватках боезапасов, как правило, не стоит, и все это зависит от продолжительности жизни оператора. Длительность перезарядки между моделями также разнятся. Если рассматривать при полном перезарядке, быстрее всего это делает М2 за счет смены барабана. Далее идет ROKS, а уж потом Фламменверфер из-за особенностей конструкции. Если речь идет о дозарядке одного патрона, тут уже ROKS выходит на первое место. Огнемет предназначен для подавления огневых точек и поражения живой силы как в замкнутом пространстве, так и те, кто находится в транспорте. Надо быть предельно осторожным, поскольку огонь неразборчив в целях, и в случае несоблюдения дистанции оператор легко может стать жертвой пламени. В таком случае советуем брать с собой аптечку, и не только для подобных случаев. Какой бы вы ни взяли модель огнемета, принцип тактики практически один и тот же. Всего один огнеметчик способен удерживать коридор, ведущий к выгодной позиции или зону захвата против большого отряда противника.
Обильное пламя может вызвать у игроков психологическое воздействие, оградить огнем оператора, не давая произвести точные выстрелы по нему. Поскольку цели погибают не сразу, существует вероятность получить от них ранение. Медицинские перки имеют место быть. На выбор можно взять либо сан-инструктор, либо первая помощь. Реализовать атаку на открытой местности достаточно сложно. Порой всегда приходится приближаться к своей цели, рискуя попасть под безответный огонь. Толстокожий минимизирует потери здоровья при штурме огневых точек. Надо понимать, что огнеметчику не место в обширной пространстве, поскольку пламя хорошо видно на поле боя, из-за чего он сразу выделяется в качестве заметной цели. Поэтому глухая оборона ваших точек заточена под этот стиль. Всячески отказывайтесь от зон основных действий и работайте там, где под силу огнемет. Подводя итог, перед нами специфичное оружие, сильно отличающее от других видов оружия по тактике и применению. Он эффективен для зачистки тесных и узких участков, таких как здания, бункеры и туннели. Может наносить урон по нескольким противникам одновременно, если они находятся близко друг от друга. Разница между огнеметами есть. В бою лучше всего показывает себя М2. Он может спамить огнем практически без остановки, но не продолжителен ввиду малого размера магазина. Фламенверфа чуть медленнее досылает патроны между выстрелами и очень долго перезаряжается. С Роксом все наоборот. Долго досылает патроны, но быстро заряжает барабан. К сожалению, дальность действия мала по сравнению с другим боевым оружием аналогичного размера, поэтому практическая ценность и боевая эффективность такого оружия для неопытных игроков представляется сомнительной. Несмотря на деморализующий эффект, поверхностные ожоги не способны мгновенно убить жертву. Владелец огнемета может быть убит в результате самоубийственной атаки тяжело раненого или умирающего противника, способного сделать отчаянный выстрел. Впрочем, если вы заядлый пироман и готовы вечно смотреть, как пылает огонь, то стоит опробовать огнеметы в деле. Будьте уверены, дракон обратит огнем все на своем пути, а вопли врагов от смертоносного пламени в конечном итоге превратятся в пепел. Хватит ли у вас храбрости стать адептом огня?